Переговоры вокруг сектора Газа продолжают оставаться в центре внимания мировой политики, привлекая интерес не только региональных игроков, но и международного сообщества. Несмотря на заявление о готовности сторон к компромиссу, процесс урегулирования сопровождается множеством противоречий, а вопросы безопасности, политического влияния и гуманитарной ситуации остаются крайне острыми. Ситуация демонстрирует сложность попыток достичь устойчивого мира в регионе, где переплетаются исторические конфликты, территориальные споры и международные интересы. Президент США Дональд Трамп представил 20-пунктовый план, направленный на прекращение боевых действий в Газе и освобождение оставшихся заложников. Американская сторона оценивает документ как «великолепное соглашение», выгодное для Израиля, однако его практическая реализация остается сложной. Даже среди союзников США признают, что многие положения плана требуют согласования и могут столкнуться с сопротивлением на местах. Хамас выдвинул собственные условия для продолжения переговоров, включая прекращение огня, возвращение израильских войск на позиции, которые они занимали ранее, и временную приостановку операций беспилотников и боевых самолетов над Газой на несколько часов каждый день. Появившиеся в СМИ сообщения о готовности Хамас передать оружие под международный контроль позже были опровергнуты официальными представителями движения, что отражает внутренние разногласия и стремление сохранить влияние на управление Газой даже в случае перемирия. Эти противоречия показывают, что переговорный процесс остается крайне чувствительным, а каждая сторона старается минимизировать свои потери и сохранить стратегические позиции. Американская сторона рассматривает роль Ирана как ключевой фактор для успешного соглашения. Бывший госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что судьба перемирия зависит от позиции верховного лидера Ирана, поскольку Тегеран оказывает значительное влияние на действия Хамас и других вооруженных группировок. Пока Иран не даст согласия на конкретные шаги по разоружению и освобождению заложников, достичь устойчивого и проверяемого соглашения будет крайне сложно. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что 90% деталей сделки уже согласованы, однако остаются вопросы логистики и доверия между сторонами. Он подчеркнул, что Хамас формально согласился с рамками освобождения заложников, предложенными Трампом. Но этап разоружения и формирования новой структуры управления Газой остаются предметом сложной дискуссии. Израильская сторона заинтересована в том, чтобы управление сектором не приводило к повторному возникновению угроз, таких как строительство туннелей и нападения на гражданское население. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности реализовать первую фазу плана Трампа, хотя детали остаются предметом переговоров. На практике это означает, что Израиль готов рассмотреть прекращение бомбардировок, но только при условии, что шаги будут согласованы и обеспечат безопасность граждан. Несмотря на призывы к прекращению военных действий, удары по Газе время от времени продолжаются, что усиливает гуманитарное давление и привлекает внимание международного сообщества. Египет играет важную роль посредника в переговорах. Президент Абдель Фатах ас-Сиси еще 15 сентября на саммите арабских государств подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе. Каир увеличил военное присутствие на Синае, разместил тяжелое вооружение, включая системы ПВО, и подготовил огражденную зону для возможного размещения палестинских беженцев. Эти меры свидетельствуют о серьезном восприятии угроз и желании предотвратить возможную эскалацию конфликта. В свою очередь, международное давление на Иран усиливается. Европейская тройка – Великобритания, Франция и Германия инициировала 28 августа процесс возврата к действиям совместного всеобъемлющего плана действий. Механизм возврата, известный как «снэпбэк», позволяет вновь ввести санкции Совета безопасности ООН против Ирана в случае существенного невыполнения обязательств по СВПД. Этот процесс дает Совету безопасности 10 дней на принятие резолюции, ослабляющей санкции, после уведомления со стороны Е3. Если резолюция не будет принята или кто-либо из постоянных членов наложит вето, все предыдущие санкции ООН вступают в силу через 30 дней.
Срок действия механизма Snapback истекает 18 октября 2025 года. Ранее Европейская тройка установила срок до 31 августа, в течение которого Иран должен был продемонстрировать реальные шаги по ядерной сделке, включая возобновление сотрудничества с МАГАТЭ и переговоров с Соединенными Штатами. Встреча иранских переговорщиков с представителями Европейской тройки в Женеве 26 августа не привела к конкретным и детализированным предложениям, что побудило Европейскую тройку продолжить процесс Snapback. Механизм предусматривает возобновление 6 резолюций Совета безопасности ООН, касающихся ограничений на торговлю обычными вооружениями, ракетную программу, деятельность по обогащению урана и разработку ракет, способных нести ядерный заряд. По оценкам экспертов, Израиль и США могут рассматривать возможность мер против Ирана, пока не будет достигнут прогресс в смене режима или перестройке страны в контексте угрозы создания ядерного оружия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно отмечал, что Иран по-прежнему располагает около 400 килограммов обогащенного урана, что, согласно оценкам МАГАТЭ, недостаточно для производства ядерного оружия без других ключевых компонентов. Ранее предпринятые действия, по мнению израильских официальных лиц, позволили снизить две потенциальные угрозы – ядерную программу и производство баллистических ракет. Неясно, сможет ли Иран получить доступ к своим запасам 60% обогащенного урана, которые могут быть сохранены в защищенных объектах, таких как Фордо и Исфахан. Израильские официальные лица заявляли, что любые попытки Ирана вернуть материалы будут отслеживаться и блокироваться, включая новые удары при необходимости. Израиль и США продолжают координировать действия по контролю за ядерной программой Ирана, но Израиль готов действовать самостоятельно при угрозе безопасности. Ожидаемо, в регионе вокруг Ирана продолжается подготовка очередного этапа развития ситуации. Будущее покажет, приведет ли это к новым военным действиям или к переговорам с целью сохранения стабильности и предотвращения кризисов. В этих условиях Ближний Восток остается зоной повышенной напряженности. Любые дипломатические инициативы, решения ключевых игроков и происходящие события оказывают влияние на общую стабильность региона. История показывает, что длительные конфликты редко приводят к устойчивой безопасности, и любое перемирие требует строгого соблюдения соглашений и контроля за их выполнением. На фоне этих событий нельзя игнорировать гуманитарные последствия. Продолжающиеся боевые действия приводят к разрушению инфраструктуры, перебоям с электроэнергией, водой и медицинским обеспечением. Международные организации продолжают призывать к осторожности и соблюдению международного права. Таким образом, текущее урегулирование – это сложный, многоплановый процесс, в котором переплетаются интересы местных и глобальных игроков, военные действия, дипломатические усилия и экономическое давление. Ближайшие недели будут критически важными для того, чтобы понять, смогут ли стороны достичь компромисса, который обеспечит снижение напряженности и предотвратит эскалацию конфликта, или регион вновь окажется на грани нового витка противостояния. В любом случае, события в Газе и вокруг Ирана продолжают оказывать влияние на международные отношения и стратегическую стабильность Ближнего Востока. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы быть в курсе самых важных событий мировой политики.